Не то чтобы Вера не взлюбила отчима, просто не приняла. Но какой он ей папа? Не было никогда у Веры папы, и этот дядя Коля тоже не папа. Однако ради мамы она с первых дней знакомства старалась держать свое недовольство при себе. Не маленькая, уже 11-й год, понимает, что маме хочется семью, хочется, чтобы за ней ухаживали. Так-то дядя Коля неплохой, молчаливый просто, но чужой. Веру словно и не замечает. Зато не пьет, как отец у лучшей подруги Зины, что была ей даже сестрой троюродной. А Николай словно и не замечал, что у его любимой женщины подрастает дочь, принял как данность ее наличие и стал строить планы на дальнейшую жизнь, в надежде, что родит ему Мария своего родного сына, а то и двух. Расписались они быстро и тихо, обменяли 2 квартиры на одну просторную, в которой у Веры появилась своя комната, и между отчимом и Верой появился просто худой мир вместо доброй ссоры. Пообедав после школы, Вера ныряла в свою комнату и старалась поменьше сталкиваться с мужем матери. Он с дружбой тоже не навязывался. Когда у Марии появилась тошнота по утрам и стало мучить головокружение, они даже все дружно обрадовались. Беременность. Вера мечтала о братике, о Николае сыне. Но случилось страшное. Не новая жизнь зародилась, а болезнь поселилась инородной агрессивной плотью в головном мозге молодой еще женщины. Стала Вера сиротой уже в 12 лет, и путь ее лежал прямиком в детский дом. Она еще не задумывалась о своей дальнейшей судьбе, придавленная страшным горем, когда услышала, как на кухне рыдает после поминок пьяненькая мать Зины и словно оправдывается перед Николаем. Да взяла бы я ее к себе. Все же Мария, сестра моя двоюродная, не чужие. Но мы сами с Зинкой раз в неделю из дома бегаем, как мой шары зальет. Не потяну, а больше никого у нас из родни и нет. Вера не хотела подслушивать, но так получилось. И из разговора она поняла, что приходили из опеки, что изымают ее в детский дом, что в этих стенах большой и просторной квартиры она потому, что отчим отстоял, выпросил несколько дней в надежде найти родню Маши. Вот и разговор этот отсюда вытекает. «Вера, поговорить надо», — начал утром отчим, но замолчал, подбирая слова. «Да не бойтесь, говорите. Я уже знаю, что нужно в детский дом собираться. Я о другом. Если ты не против, то я хочу оформить опекунство над тобой. Ведь мы с матерью были расписаны. Говорят, что можно попытаться. Но, если ты сама захочешь. Я знаю, отец из меня никудышний, но не могу я тебя в детдом отдать. Не могу. Может, попробуем? Ради Маши попробуем. Наверное, смотрит на нас и переживает». Она и не представляла, что взрослый мужчина может плакать, особенно Николай. Он и на похоронах не плакал, окаменевший был, да он ни одной слезинки не проронил. А тут подошла, обняла его и стала как маленького утешать. Все у них получилось. Кто кого поддерживал первые полгода, это еще вопрос. Но время потихоньку лечит. Наладили быт, научились оба варить борщ и не только. Научились разговаривать друг с другом. Правда, Николай, собеседник был немногословный, но Вера привыкла. Помимо благодарности, она и стала испытывать уважение к отчиму. Мужик он был справедливый, не раз заступался за нее во дворе, пытался как-то ее радовать в мелочах. То мороженку после работы принесет, то 2 билета на премьеру в кино им с Зиной купит. Иногда забегала тетя, чтобы помочь, подсказать, разобраться со счетами, квитками за квартиру. Частенько приходила с ночевкой Зина. Боль стихла, стали жить. Николай ходил на собрания в школу, оставлял часть зарплаты на общее пользование и никогда не спрашивал отчетов. Вера старалась не подводить его, но никогда не называла его папой, ни в глаза, ни за спиной, понимая, что для него
она чужой ребенок. Не сама пришла к такому выводу, а нашлись добрые люди, просветили сиротку, жалея слащаво. Когда ей исполнилось 14, Николай опять решился на тяжелый для обоих разговор. На этот раз он спрашивал ее мнение по поводу своей женитьбы. На работе незаметно у него стали строиться отношения с одной женщиной, и еще у них будет ребенок. «Я бы ушел к ней жить, но ты еще не сможешь оставаться одна, да и опека набежит, а вдвоем к ней тоже не вариант, тесновато будет. У нее лишь комната в служебном доме, но если я приведу ее сюда, как думаешь, уживемся?» Внешне ужились. Лида ходила по дому, как важная гусыня, лелея свою первую беременность. Николай повеселел, а Вера старалась сглаживать все возникающие конфликты. К ней почему-то так и не пришел сложный подростковый период. Наверное, она сразу повзрослела с уходом мамы. А вот Лида... Вера многое списывала на ее беременность и не рассказывала Николаю, как сползает улыбка с лица его жены, когда за ним закрывается дверь, как всем своим видом она показывает Вере, что теперь хозяйка она, а Вера никто. И это никто, по недоразумению, по глупости Николая, мешается у них с мужем под ногами. Поняв, что Вера ничего Николаю передавать не собирается, она уже не только видом, но и словами открыто это ей стала говорить. Раздражала ее чужая дочь, чужой ребенок. И опять помогла старая тактика – поменьше попадаться на глаза. Николай долго был в неведении, но когда родился их с Лидой сын Борис, то стал догадываться, что Вере не просто в их семье. Лида уже и Николаю стала напевать, что чужой ребенок ей мешает. Ну и что несколько квадратных метров ей в этой квартире принадлежат. Выплатим ее долю к совершеннолетию, и пусть живет своей жизнью. Пела она ему. А сейчас о ней государство должно заботиться, а не мы, чужие ей люди. Николаю сложно давались возражения, он действительно с молодости был неразговорчивый, а Лиду переговорить вообще было трудно. Однако нашел аргумент попроще, стукнул кулаком по столу и сказал: «Прекрати, никогда больше не хочу слышать подобное». А Веру позвал в ближайшую субботу навестить Машу. Убрались там, покрасили оградку, цветы пересадили, посидели молча и снова словно сблизились, как в первые полгода, что были заполнены горем и болью. «Ничего, Верусь, все уладится, ты потерпи. Скоро Боря в садик пойдет, Лида работать начнет, некогда ей будет дурью заниматься». Но Лида стала с другого края действовать. Под предлогом слабого иммунитета Бори запретила приглашать в дом Зину, а ее мать, она давно уже отучилась забегать к ним по-родственному, взяла в руки все финансовые вопросы. Не было у Веры уже доступа к общим деньгам. Приходилось просить у Лиды даже на самое необходимое, о чем девочки стесняются вслух говорить. Она не жаловалась Николаю, не хотела быть причиной их ссор. Ей искренне нравилось то, что отчим повеселел, что снова заблестели его глаза. Она видела, как он любит сына. Однажды Николай нечаянно узнал, что Вера не питается в школе. Она уже училась в 9, часто оставалась на дополнительные занятия, еще занималась стрелковой секцией и частенько до вечера была голодной. Карманных денег, чтобы перекусить, у нее тоже не водилось, с тех пор, как деньги из доступной шкатулки перекочевали в Лидин кошелек. Вернее, это уже была банковская карта. Николая отчитала классный учитель Веры. «Вы бы, Николай Ильич, поговорили с Верой. Мода модой, но она уже прозрачная. Скоро в обмороке будет голодные падать. А отвечать кто? Снова школа, снова не доглядели. Замучились мы с их диетами». Когда до Николая с трудом дошло, что он упустил момент с деньгами, понадеявшись на жену, то корил себя и ругал Веру, что молчала. «Ну, прости, дочка, тугодум я. Ну, а ты-то что молчишь? Ты знай,
У тебя и счет свой есть. Я туда все опекунские складываю, и выплаты туда же все идут. Но знаешь, мы все же их трогать не будем. У тебя и учеба впереди, и свадьба. Я тебе просто карту открою и буду с зарплаты скидывать. Хорошо?» Вера толком и не слушала его. Про деньги, про карту. Набатом в голове звучала дочка. Неужели она и правда для него не чужая девочка, что он расстроился из-за нее? Не из-за Лиды, не из-за Бори, а из-за нее. Ох, и бесилась Лида, когда поняла, почему денег к ней чуть меньше поступать стало. Стала то опекунский в общий котел требовать, то демонстративно причитать, что деньги словно в трубу улетают. Как она не экономит, отложить на отпуск не получается. А как иначе, если эту одевать, обувать и кормить приходится? А тут еще и деньги и стал выделять. Так отпускные получу и поедем в отпуск. Проблем-то. Опять в дом отдыха ваш? Я к морю хочу. В таких баталиях пролетело еще пара лет. Лида пыталась задеть Веру, Николай стеной вставал на защиту. Вера страдала, зная, что является причиной ссор в семье. Одно грело. Они с Зиной мечтали окончить школу, найти работу и снять комнату на двоих. Отец у Зины совсем уже слетал с катушек, уходил в недельные запои, стал тащить все из дома, и неясно даже было, кому из девочек живется хуже. Но мечтам не суждено было сбыться. Зина выскочила замуж сразу после выпускного, почти за первого встречного, не могла уже жить с родителями. У Веры сменились планы. Поступить туда, где будет общежитие, стало уже ее целью. Николай, хотя и не поддерживал эту идею, но понимал, что Вере сложно с ними. Просчитывал уже варианты, как взять ипотеку для Веры, но Лида сопротивлялась как могла, настаивая на денежной компенсации. Что ей там положено-то из этой квартиры? И так на всем готовом выросла. Решение пришло неожиданно. Николаю в наследство досталась неплохая квартира в соседнем областном городе. Там как раз был институт сервиса, куда Вера втайне мечтала поступить, но считала, что ей не по карману платное обучение, а по желаемому направлению не было предусмотрено бюджетных мест, да и общежития там не предоставляли. Николай переписал свою наследственную полнометражку на Веру, вручил ей и управление счетом, где накопилось достаточно, чтобы разом оплатить все годы учебы. Сам поехал с ней помочь с заселением, с подачей документов. Нет, он действительно хотел помочь, но и еще была причина. Лида бесновалась, когда узнала, что наследство уплыло из ее рук, а он уже устал от руганий и скандалов, поэтому неделька отдыха от жены была кстати. Обошел всех соседей в подъезде, благо квартир там было не так уж много, небольшой трехэтажный дом в уютном ЖК. Попросил не обижать дочь, приглядывать, и это Николай, который в магазины-то ходил только с самообслуживанием, чтобы лишний раз не разговаривать с продавцами. «Повезло тебе с отцом, девонька», — говорили соседки, встречая Веру во дворе. «Да, папка у меня замечательный», — соглашалась Вера. На каждой свадьбе есть трогательные моменты, когда сложно сдержать слезы. На Вериной свадьбе этим моментом стал танец отца с дочкой. Николай вообще заставил всех гостей понервничать в тот день. Невеста не хотела идти на регистрацию, пока не приедет отец, а у него встала машина на трассе между городами. Новую гнал в качестве свадебного подарка, не обкатана для такой дороги, но обошлось, успел. Все в жизни успел этот немногословный мужик. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.